Сегодня поговорим о том, что такое statement pieces, statement вещи, говорящие вещи. Поговорим о сложных стилистических вещах, которые порой не просто писать в свой гардероб, особенно если ты придерживаешься более нейтрального, спокойного стиля в одежде. Привет, я Маша, это канал о моде, одежде, обо мне и моем творчестве. Буду рада, если поддержите это видео лайком, а лучше подпишитесь, чтобы не пропускать следующие мои видео. А теперь к теме. Что же такое statement pieces, либо statement вещи? Это вещи, которые несут своего рода какой-то посыл, какую-то вот историю, которую человек несет миру. Это может быть какая-то политическая позиция, например, консерваторы, там какой-то классический стиль, или, например, более яркая какая-то одежда, которая, например, творческий человек, любит он вот такое вот яркое, пестрое. Например, на мне водолазка, она тоже может служить statement вещь, если у него была бы какая-то история и какой-то посыл. Часто statement вещи считают ультрамодными вещами, но, скажем так, вот эти statement вещи могут являться ультрамодными вещами. Если человек такой весь на стиле, на моде, он и заявляет, что он стильный и модный, поэтому как бы для этого человека statement вещью будет являться какая-то трендовая, ультрамодная вещь. Для среднестатистического человека, который не сильно увлекается модой, но хочет хорошо выглядеть, statement вещью будет, например, какой-то жакет необычного покроя, который несет в себе, например, строгость, элегантность. Человек должен что-то вкладывать в эту вещь, чтобы это была statement вещью, например. Если мы уйдем, например, в творческую какую-то деятельность, дизайнеры очень рьяно пытаются своими вещами, которые надевают, заявить о себе, то есть это их позиция, видение моды, и это вот как пример. То есть если вообще утрировать, то statement вещь – это вещь, которая говорит сама за человека. Вот это самое простое объяснение, мне кажется, будет. Потому что по-другому вот этого сформулировать как-то не получится. То есть у человека есть любимая вещь в гардеробе, в которую он вкладывает определенный посыл, который он хочет нести к миру, который для него очень откликается в его душе. Если мы заглянем вглубь своего вопроса про statement вещи, на мой взгляд, это вещи, которые говорят сами за себя, а это вещи сложные, стилистические, то есть их не просто достаточно стилизовать с чем-то. Может быть, порой это глупые, несуразные вещи, но эти вещи должны говорить обществу свой посыл. То есть человек должен своими вещами показывать посыл этой вещью. Конечно, есть, например, вещи с каким-то несуразным притом. Конечно, если человек не выйдет на улицу, будет смотреться не совсем уместно. То есть такие вещи, даже если человек их любит, какой-то посыл придает, должны аккуратно быть упакованы в образе. То есть чаще всего люди берут эти вещи, просто одевают, и стилистически это смотрится не сильно хорошо. Что же нам делать с такими рода вещами? В гардеробе у любого человека они есть, 100%, и нам нужно с этим что-то делать. Эти вещи сложные по покрою, сложные по материалам, сложные, не знаю, по характеристикам материала, фасону. То есть этих вещей может быть уйма. То есть мы их условно, скажем так, можем разделить по цвету, по наличию принта, по составу материалов, то есть в эту сторону можно уйти. Создание образов, скажем так, и формирование самого гардероба, в любом случае statement вещи у вас появятся. И мы не должны забывать, что эти вещи говорящие. То есть если мы просто в тупую возьмем какие-то дурацкие вещи и засунем их в гардероб, это не будет именно statement вещью, скажем так. Но с другой стороны, например, тоже мое направление, это там коры разные, стили, по сути своей. У них же тоже там есть своя подоплека, скажем так, своя основа у коров и стилей. То есть для меня statement вещью, как я вот вижу, что люди делают, у нас есть, например, какой-то супчик,
из стилей, коров, эстетик, вот такой вот человек, который смотрит на это все, выцепляет какую-то вот так одну вещь, которая ему понравилась, и пытается ее как бы приживить в свой гардероб. Я не знаю, как это сказать. И эта вещь, как бы, она ему и нравится, и какой-то посыл он в нее вкладывает, но как-то она не уживается с остальным его гардеробом, но она уживается, например, эта вещь с тем, что у него есть внутри. Он хочет этой вещью какой-то посыл показать. То есть я вижу формирование таких вещей в гардеробе, вообще их появление в гардеробе именно таким способом, потому что сейчас у нас соцсети очень сильно влияют вообще на формирование стиля у людей. Именно таким способом, мне кажется, вот эти вещи появляются в гардеробе у людей. То есть в принципе, при формировании образов сейчас у многих людей столько всего намешано в гардеробе, что, мне кажется, там весь гардероб уже вот этими вещами усеян. При создании образов, в принципе, при работе с такого рода вещами можно, на мой взгляд, разделить их на два направления. Первое – это стилизация таких вещей с более простыми вещами, чтобы как-то скомпенсировать образ, либо уже некого рода многослойность, то есть накладывание этих вещей на более простые, сочетание сложных вещей со сложными, то есть это уже более как к стилистам относится, скажем так, потому что не все могут работать со сложными вещами, сочетать сложную вещь со сложной. То есть у нас два пути решения, как я считаю. Но, в принципе, можем начать с рассмотрения каких-то примеров, чтобы было более понятно, что я имею в виду. Так, я сделала подборки вообще рандомных, ярких вещей, и мы будем пытаться притянуть все за уши, конечно же, потому что по-другому с такой темой, скажем так, и разбором этой темы никак не получится сделать. Например, у нас в гардеробе есть какая-то фактурная рубашка нейтрального какого-то цвета, либо даже яркого цвета. И что же мы будем делать? Мы пойдем по пути, скажем так, сочетания таких вещей с более нейтральными. То есть у нас есть какая-то рубашка, мы можем ее стилизовать с нейтральным низом. Это может быть брюки, джинсы, юбка. Потом мы можем их доиграть, например, какими-то аксессуарами. Если у нас рубашка, например, с бантами, что сейчас очень в тренде, мы можем сделать, например, заколки, если, конечно, длинные волосы. Заколки можно в виде бантиков, какие-то носки в виде с бантиками маленькими. Какую-то более нейтральную обувь и, например, аксессуары в виде очков, там, сумок тоже более нейтральных. То есть у нас образ будет более сбалансирован. Мы берем одну сложную вещь и дополняем ее более простыми. Также можно разобрать, например, у нас был сейчас сложный верх, давайте сложный низ, сложный в плане фактуры, конфигурации, например, покроя. Например, юбки, какие-то брюки, то есть, например, скажем так, эти вещи, они достаточно сложные. Верх должен, например, более простой. Вот, например, пример, да, он немного такой, скажем так, девушка в сложной юбке и с простым достаточно топом. То есть, что она хочет этим показать? То есть эта юбка, например, она очень похожа на какой-то, скажем, пэтчворк. С натяжкой, как будто это юбка какого-то ручного что-то, вручную сделанный. И топ. Да, это, конечно, немножко открыто, она хочет показать стиль какой-то . Просто эти вещи должны показывать что-то, что человек, какой посыл он несет. То есть это не просто какая-то рандомная вещь, это надо запомнить. Надо это не забывать. То есть она очень красивая, она свободна, юбка у нас, скорее всего, солнце, несколько ярусная, какой-то пэтчворк, как будто она сделала ее сама, может, она какая-то творческая личность, этим хотела показать, она что-то может делать руками. Просто это больше эти все формулировки, почему люди используют эти вещи, вообще почему возникла такая формулировка.
Конечно, это притянуто немного за уши. Но, в принципе, просто для меня вот эта девушка, например, которая пример, она очень стильная, свободная, легкая. И вот посыл, смотря из ее вещей, которые на ней надет, вот такой вот посыл она несет. Скорее всего, может быть, она и хотела такой посыл нести. Мы можем только предполагать. Потом дальше. Что можно еще? Взять с помощью цвета и характеристики материала. То есть, например, какой-то блестящий топ, который одно время был очень популярен. Либо яркий какой-то верх. То есть мы берем, например, давайте по верхам. Яркий какой-то топ-металлик, либо яркая какая-то цветорубашка. Конечно, эти вещи тоже надо стилизовать, на мой взгляд, более стилистически нейтральными. То есть это могут быть джинсы, могут быть из костюмки какой-нибудь брюки, юбка более нейтрального, более легкого какого-то покроя, юбка-карандаш, солнце. Ой, я даже не знаю, там складочку, плессированная, более нейтральная в плане цвета и более легкая в плане конструкции. Конечно, можно к этим вещам. Если мы пойдем в плане по направлению многослойности и вообще составлению уже более сложных образов, к этим вещам можно, к примеру, добавить более сложного покроя юбки, брюки, более сложные какие-то аксессуары. Конечно, это все можно обыгрывать, но главное, например, составляющая образа, это будет, например, верх какой-то вот яркий, например. Не знаю, дизайнер захотел одеть яркую рубашку и хотел там в плане посыла вот вещь, которая несет, показать, что он такой творческий, яркий. В принципе, к рубашкам, например, с принтов такое же вот отношение можно, если мы стейтмент вещи ведем. Поэтому это ничего страшного. Потом, если мы берем вообще какую-то гипер жесть, например, я вот пример вставлю. Это вот я нашла фиолетовый лавандового цвета пиджак с это пайетки. Вот такую вещь, не у каждого она есть в гардеробе, но у кого-то есть. То смешно, мне эта вещь очень импонирует, мне очень она понравилась, я бы ее купила в качестве, не знаю, для съемок каких-нибудь. Но вот это действительно может являться стейтмент вещью, потому что она яркая, какой-то посыл, как будто девушка, не знаю, такая заводная или что-то в этом роде. То есть это яркая такая вещь. И в плане материала, и в плане цвета. То есть это очень сложная вещь. Также вот я пример нашла, чтобы тоже более нейтральную такую историю показать. Вот есть вот свитер такой с сердечками. Это сложная стилистически вещь. Ее вот как раз на примере связут с более нейтральными брюками. Кстати, я тоже бы так делала. И дополняют аксессуаром. На мой взгляд, аксессуаром немножко переборщили, но вот эта вещь, она, на мой взгляд, намекает, что там человек, который ее носит, он более какой-то романтичный, что-то в этом роде, потому что она какая-то вот такая вот. Просто это сложно немножко объяснить в плане слов. Это надо прочувствовать. Просто вообще вот эти вещи, человек сам должен в них вкладывать посыл, как я понимаю. И нести этот посыл, то есть у нас условно идет посыл человека, эта вещь, и эта вещь должна иллюстрировать миру этот же посыл, что хотел человек. Но иногда это не стыкуется. Поэтому иногда бывает разногласие. Очень часто, например, стейтмент вещи – это как раз ультрамодные вещи, и обычно эти вещи носят люди, кто интересуется модой. Это вот явно такой, скажем так, пример. Ну или пример, например, какая-то политика. Например, семья королевская. Это там просто как пример. Просто у них там все более такое гастированное, что стандартизированное. То есть у них многие вещи, мне кажется, являются стейтмент вещью, потому что они одеваются так и несут эти вещи определенную посыл миру. Но не факт, что они, сами королевская семья, этим вещам, скажем так, дает именно этот посыл. Вот так вот.
Также, например, принты. Вот есть много там рубашек, брюк принтованных, то есть это тоже как бы более какое-то творческое что-то показывает о человеке. Например, я вот такие штаны прикольные нашла. Ну, если бы одел их программисты, я бы поняла. Ну, просто человек показывает, как он, чем он работает, либо там компьютером увлекается. Я бы поняла, почему человек одел такую вещь. Просто мы же не можем залезть в голову человека и понять, что он имел в виду, когда так одевался. И так, ну вот так. И вот такие вот, например, рубашки, футболки. Дальше, в принципе, можно рассмотреть более сложное что-то. То есть до этого я показывала вещи сложные, но их можно сочетать с простыми. Сейчас будет посложнее вариант. Так, ну, поехали. Первое, то, что, например, образ. Это платье с показа. Блин, уже не помню, не вспомню, какой бренд уже. Ну, короче, это платье, оно нейтральное в плане цвета, но оно сложное в плане покроя, и оно несет такой вайб, тут очень грамотно подобраны аксессуары, если без головы. То есть сумка, туфли, колготки мне нравятся. То есть на голове очень много аксессуаров, я бы только очки оставила. Но эта вещь несет такой вайб, что человек строгий какой-то, более такой собранный, что ли. Вот такой вот. Дальше образ. Мне очень понравилась картинка. Просто тут за уши я просто не знаю, как это притянуть. Скажем так, образ с нюансами и намеками. Такое, это, кажется, платье с такой сборкой в области, скажем так, талии и ниже, и кожаный такой... Это жакет, я бы сказала, что это куртка, то есть это образ, он как бы такой деликатный, намеками все, но он очень сексуальный, то есть что человек хотел этим показать, понятно, когда как бы, образ этот заставлялся. Потом у всех в гардеробе есть кринж платья, скорее всего, платье с выпускного. Просто я нашла, в принципе, его тоже можно причислить вот этот стейтмент вещи. То есть я нашла такое прикольное платье, оно такое яркое, все. Блин, это из новых каких-то показов, кажется. Оно просто яркое, и вот что с ним делать, честно, у меня просто глаза на лоб лезут. Я бы вот из этого образа убрала перчатки, убрала пояс, убрала бант с головы, потому что это уже перебор. Там уже явно понятно, каблуки, ну, туфли, они блестящие, я не знаю, я бы нафиг их убрала. Я думаю, лучше бы тут было это платье, оно очень стилистически сложное. И драпировки, и ткань, и она еще блестит, блин, это фольгированный материал, еще полоска, оно очень сложное. Просто как к примеру, его можно, мне кажется, у него есть, например, в цвете платья есть серый цвет. Кажется, да, серый. Можно надеть нейтральные серые колготки и такого же серого оттенка туфли. Конечно, это очень сложно подобрать, но я бы сделала так. Я бы поменяла укладку на волосах, какую-то гульку хотя бы, и нафиг убрала все аксессуары в плане сережек, поясов. Это слишком сложно для этого платья. Надо все аксессуары просто минимум. Тогда будет вот в меру. Даже если сумку, но сумку можно, как раз сумку можно, например, простого какой-то формы прямоугольную и какой-то металлик, например. Ну, тоже серебряный, скорее всего, под это платье подойдет. Ну, или вообще какую-то нейтральную. Тоже серую, либо розовую. Или вообще серебристую. Потом еще один образ, это тоже с показа, платье с поняшками. Оно тоже может быть стейтмент вещью, потому что человек может его одеть и, например, показывать миру, что, вот я люблю пони, одел платье с пони. Ну, если вообще грубо говорить. Вот эту вещь, она тоже стилистически очень сложная. В плане покроя тут сложное только срез сниза. Но принт, конечно, и сама длина,
это вот застрелите меня, это вот эта вещь. Еще она тут с такими сапогами на фотографии, это жесть просто. Как это можно стилизовать? Ну, а я бы, как это исправила положение, я бы сюда вообще добавила колготки, например, черные, и такого же нейтрального черного цвета туфли, например. Чтобы образ как-то объединить, что ли, потому что сейчас вот то, что есть, а ноги как бы режут по пропорциям. Я бы, честно, вообще бы срезала вот эту часть, которая низ такой полоской розовой. Я бы срезала и оставила как бы лонг вот этот вот. Потому что, блин, просто вот эта полоска розовая, она режет фигуру напрочь. Я бы ее убрала, ну, в принципе, можно срезать. Вверх оставила и добавила черный, просто черный низ. Ну, или, не знаю, какую-то объемную юбку гигантскую, просто какую-то. Просто это дуть какую-нибудь юбку такую, покроя солнце или полусолнце, что-то такое. Может быть, исправила ситуацию. Конечно, тут я бы не добавляла аксессуаров тоже. Или добавила очень-очень мало. Я бы вот в плане верхней части, которая есть на модели, прическу бы я поменяла, например, на какие-то кудри. Потому что, блин, эту поняшку зовут Латтершей. Эту розовую, блин, не помню. Она вот любит ходить сладости, что-то такое, блин, я уже давно их не смотрю, я в детстве их смотрела. Но у нее, мне кажется, вот она сама с такими кудряшками, и хотелось бы дополнить как-то прическу ими, ну, чтобы стилистически все гармонично смотрелось. А потом идут вообще очень сложные образы в плане стилистики. Я один покажу, но на ней две девушки. Мне эти образы очень нравятся. Видно, что девушки следят за трендами, то есть они модные, скорее всего, но похожи на кореянок, скорее всего, это китаянки, скорее всего, Китай. Тут и сложная обувь, и сложные, вот на розовое платье, оно сложное по покрою в плане стилистики, а не в плане лекал. У такой девочки сложного покроя юбка в плане стилистики, не в плане лекал. Вот жакет сложный и в стилистике, и в лекалах. То есть тут все гармонично, потому что тут играется цветом. То есть в паре они смотрят гармонично на фотографии. Если их разъединить, будут возникать вопросики. Потому что как бы розовый с черным еще более-менее как-то играет. Тут получается на одной девушке с черным жакетом все аксессуары черные, у нее черные волосы и один яркий такой акцент. Это играет, как бы сглаживает всю ситуацию, потому что один яркий акцент, даже если все остальное сложное, еще более-менее терпимо. У другой девочки такое воздушное розовое платье, черный низ. У нее черный низ, вот эти гольфы и обувь компенсируются темным цветом волос, то есть это тоже более-менее гармонично играет. Скорее всего, это посыл, они несут посыл, вот они такие модные, и все. Ну, конечно, я притягиваю за уши, что уж. Но это сложные стилистические образы, и я бы, честно говоря, вот девушку в платье я бы оставила, вообще ничего не меняла, а девушку, которая вот в черном жакете, я бы поменяла жакет. Ну как, там просто он асимметричный. Я бы в плане рукавов, если посмотреть, у нее правый и левый рукав разные по покрою, я бы сделала их одинаковыми по покрою. То есть, чтобы как-то скомпенсировать в целом образ. Ну, в принципе, вот как-то так. На этом все. Спасибо, что были со мной. Буду рада видеть вас в комментариях, либо в моем телеграм-канале.